Маленький щенок по имени Тимми родился в самый холодный и дождливый день осени. Его мать Мила была не молодой собакой, но она очень любила своих щенков. Их было 5, и все они были подвижные, с яркими глазками и пушистыми хвостиками, готовые исследовать мир. Но только Тимми был другим. Он родился слабым и хрупким, не таким игривым, как его братья и сестры. Когда он открыл глаза, весь мир казался ему большим и страшным. В его маленьком теле не было той силы, которая есть у других, и каждый день он терялся в шуме и движении. Щенок был последним, кто научился бегать, последним, кто начал играть. Он часто падал, когда пытался прыгнуть, а его братья и сестры смеялись над ним и подшучивали. Они не понимали, что для него каждый шаг — это маленькая победа. Но мир вокруг него был жесток, и этот жестокий мир не ждал, когда Тимми вырастет и станет таким, как все. Тимми не понимал, почему его так часто прогоняют, почему его никто не хочет брать на руки, почему его часто оставляют позади. Он видел, как другие щенки получали ласку и внимание, а ему оставалось только тихо сидеть в углу. Когда его братья и сестры играли, он пытался подойти, но их игривые укусики и лай заставляли его отступать. Он начинал трястись и прятаться в укромном уголке. И вот однажды, когда ему едва исполнилось 2 месяца, его прогнали из дома. В доме, где Тимми родился, были дети, взрослые, и все они любили щенков. Но любовь эта была капризной и поверхностной. Когда он был маленьким, его терпели, но с каждым днем его слабость становилась более заметной, а его робость — невыносимой. Его братья и сестры могли бегать за мячиком, радостно лаять и играть друг с другом. Тимми же был более замкнутым, не решался играть с ними, боялся людей и часто предпочитал прятаться в тени. Он не был как все, и это делало его чужим. Он всегда чувствовал, как все вокруг него становятся все более холодными, а каждый день все более одиноким. Первые разы, когда его прогоняли, Тимми не совсем понимал, что происходит. Но со временем его уши становились все более чувствительными к холодным словам и жестам. Он понял, что не был желанным. Его выгнали из дома и сказали, что с ним не так. Он был слишком тихим, слишком слабым, слишком не таким. Тимми ушел на улицу. Он не знал, что делать, не знал, куда идти. Вокруг были чужие люди, страшные звуки, машины, другие собаки. Он бежал и прятался в уголках, боясь каждого нового дня. Но постепенно он научился выживать. Он искал еду в мусорных баках, прятался от дождя под большими деревьями и спал на холодной земле. Каждый день был борьбой за выживание. Но что-то внутри него не позволяло сдаться. Он хотел верить, что когда-нибудь кто-то возьмет его, что он найдет свой дом. Но дни шли, и каждый раз, когда он встречал людей, они либо проходили мимо, либо прогоняли его, отталкивая палкой или рукой. Через несколько недель, когда Тимми привык к одиночеству и жестокости улицы, он встретил первую добрую душу. Это был пожилой мужчина по имени Алексей. Он заметил щенка, который сидел в уголке, дрожал от холода и был покрыт грязью. Мужчина подошел к нему и протянул руку. Тимми сначала отшатнулся, но затем, почувствовав, что это не угроза, осторожно подошел. «Ты чего, малыш, замерз?» — сказал Алексей, сев рядом. «Не бойся, я не обижу». Он дал Тиме немного еды, но щенок все равно оставался настороженным. Он не знал, можно ли доверять этому человеку, ведь столько раз ему уже причиняли боль. Но вдруг мужчина взял его на руки и укутал в теплый платок. «Ты, наверное, хочешь домой», — продолжил Алексей, ласково поглаживая его. Тимми не знал, что значит «дом», но почувствовал, что с этим человеком он может быть в безопасности. Алексей забрал его с собой. Он поселил его в маленькой квартире,
кормил и ухаживал. Но, как и с другими людьми, скоро произошло нечто странное. Через несколько недель Алексей стал все реже бывать дома, а когда он и появлялся, то обращался с Тими все холоднее. Щенок снова начал ощущать, что он не был желанным. В один вечер, когда мужчина пришел явно под шофе, он оттолкнул Тими, и тот с болью оказался на холодном полу. Алексей кричал: «Ты мне надоел! Иди к черту, если не можешь быть нормальным щенком!» Тимми выбежал из квартиры, а мужчина больше не пытался его найти. Щенок снова оказался на улице. Прошло время, и Тимми стал взрослым. Он пережил много тяжелых моментов, но внутри него все еще горела надежда. Он был больше не тем маленьким, слабым щенком. Он стал сильным, уверенным в себе, с красивой, блестящей шерстью и спокойными, умными глазами. Однажды, проходя мимо большого торгового центра, Тимми заметил, как люди обращают на него внимание. Он почувствовал, что что-то изменилось. Это была не та жалость, с которой раньше к нему подходили. Это были взгляды восхищения. Кто-то даже пытался подойти, чтобы погладить его, а потом спросить, можно ли забрать его домой. Он увидел, как одни и те же люди, которые когда-то его избегали, теперь искали его взгляда и просили взять его. Но Тимми знал, он не был им нужным. Он не хотел идти с ними. Он не был просто игрушкой, которую можно забрать домой, чтобы полюбоваться. Его сердце было закрыто от всех этих пустых предложений. Тимми был один. И несмотря на то, что его тело выросло, его душа осталась той же маленькой, испуганной собачкой, которую когда-то прогнали. Ему было тяжело, но он понимал, никого не нужно брать с собой, никого. Тимми часто просыпался среди ночи, ощущая, как его сердце бьется быстрее от воспоминаний. Он сидел в тени дерева, которое однажды нашел в парке, и наблюдал за людьми, спешащими по своим делам. Иногда кто-то бросал взгляд на него с интересом, но Тимми уже не верил в эти взгляды. Он знал, что внутри этих людей не было того, что ему нужно. Ласки, обнимания, привязанности. Все это было поверхностным. Однажды в парке появились мужчина и женщина. Они подошли к нему, и Тимми почувствовал странное тепло, исходящее от них. Они не торопились, не были навязчивыми. Женщина присела на корточки и протянула руку. Мужчина молчал, стоя рядом. «Ты один?» — спросила женщина, мягко прикоснувшись к его голове. Тимми не сразу подошел, но ее голос был таким добрым, что он немного расслабился. Он позволил ей погладить свою шерсть. В ее прикосновениях не было агрессии, не было того, что обычно встречал на своем пути. Все было чисто, нежно, как если бы она знала, что его сердце слишком ранимо. «Он красивый», — сказала она своему спутнику, не отводя взгляда от щенка. Тимми уловил ее слова, но не ответил. Его глаза затуманила тень, та, что не исчезала с тех пор, как его выгнали из дома. Он вспомнил, как его братья и сестры гоняли его в детстве, как с ним не считались. И теперь, даже став взрослым и красивым, ему не верилось в добрые намерения людей. «Думаю, он не хочет с нами идти», — сказал мужчина, пожав плечами. Женщина встала, ее взгляд все еще был направлен на Тимми. Они не пытались удерживать его, не заставляли подойти. Он был свободен. Но свобода казалась ему пустой. Он снова был один. Время шло, и Тимми продолжал свое одиночество. Он привык к мысли, что никто не останется с ним. Он научился не доверять людям, не надеяться на их слова. Его внутренний мир с каждым днем становился все более запутанным. Он был сильным и независимым, но в глубине души его сердце по-прежнему страдало. Каждый новый день приносил боль, потому что напоминал ему, как он был отвергнут. Тимми часто заходил в парк, наблюдая за детьми, играющими в траве, за людьми, гуляющими с собаками. Иногда он присаживался рядом и тихо смотрел на них,
но все чаще чувствовал, как внутри его что-то ломается. Они были счастливы, а он — нет. Он знал, что никогда не будет таким, как они. Его душа была покрыта шрамами, которые никто не видел. Однажды, сидя на своем привычном месте, Тимми заметил группу людей. Среди них была девушка, которая сразу обратила внимание на него. Она остановилась, посмотрела на Тимми и, не обращая внимания на своих друзей, подошла. «Он что, один?» — спросила она. «Похоже на то», — ответил кто-то из ее компании. Девушка наклонилась, и Тимми почувствовал, как его сердце дрогнуло. Этот взгляд был другим. Он не был любопытным или жестоким. В нем была печаль, как будто девушка что-то понимала, чего не понимали другие. «Ты не хочешь домой?» — спросила она, протянув руку. Тимми не знал, что значит «дом». Его дом был холодный уголок в парке, и больше ничего не могло быть домом. Он был устал. Устал от людей, устал от попыток найти того, кто бы его понял. Он был чужим для этого мира. Девушка, как и все, ушла, но ее взгляд остался с ним. Он почувствовал, как боль снова охватывает его сердце. Это было не отвержение, а грусть, от которой Тимми перехватило дыхание. Шли месяцы. Тимми все чаще бродил по парку, искал укромные места для отдыха. Он стал сильным и красивым, но все равно ощущал себя покинутым. Не было того, кто бы забрал его домой, кто бы по-настоящему хотел быть рядом. Он понял одну вещь. Он был ребенком улицы, ребенком, чье сердце не могло найти покоя. Он был тем, кто был слишком слаб, чтобы бороться с этим миром. Несмотря на то, что вокруг были люди, которые могли бы его полюбить, Тимми знал, что в его жизни уже не будет места для любви. Все, что оставалось, это его тень. Он больше не искал тех, кто мог бы заменить его потерянную любовь. Он принял свою судьбу и продолжил жить, скрывая свою боль от окружающего мира.